Приветствую вас! ЗИЛ-157, или как его называли в народе, Захар, Бабай, Колун, для своего времени был вполне отличной машиной в своем классе. И то, что этот среднетоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости выпускался с 1958 по 1994 год, говорит само за себя. Выпускался в разных модификациях и с различным назначением. Для многих водителей, которые на нем ездили, считался, наверное, одной из самых лучших машин для работы. Но чем был интересен этот автомобиль для водителей? И что в нем было такого, чего не было в других грузовиках? 157-й ЗИЛ появился в далеком 1958 году, как дальнейшее развитие его предшественника, ЗИЛа-151, который в свою очередь стал советским ответом на американский грузовик US-6 Studebaker, поставляемый в Советский Союз по ленд-лизу. И в отличие от 151-го имел уже более сильный бензиновый рядный шестицилиндровый двигатель ЗИЛ-157, мощность которого была поднята до 110 лошадиных сил, что позволяло разогнать автомобиль до 65 км в час. Но механическую пятиступенчатую коробку передач со сложной трансмиссией с 5 карданными валами оставили прежней. Также, в отличие от 151-го, уже имел ряд улучшений, в число которых входило его главное достоинство. Это реализация впервые на этом грузовике центрального регулирования давления в шинах, что особенно ценно при передвижении по пересеченной местности с разными типами грунта или когда одно из 6 колес пробито. Достаточно спустить или накачать колесо грузовика, не выходя из кабины. Для плавности хода были установлены самые лучшие разработанные для этих целей амортизаторы, а сами колеса имели уже одинарную ошиновку. Все эти достоинства помогали ЗИЛу-157 пройти там, где любой грузовик бы просто-напросто увяз. Ведь он мог пройти везде, где угодно. Не обошлось, конечно, в Захаре и без недостатков. Это минимум удобств, так как первоначально создавался для Министерства обороны, но имел печку для обогрева салона и лобового стекла. Огромный расход топлива – 60 литров на 100 км против 42 литров у ЗИЛа-151, а также отсутствие гидравлического усилителя рулевого колеса. Но за его нечеловеческую проходимость и предельную простоту, ведь починить его не составляло особого труда, ему эти недостатки водители прощали. И любили 157-й не только военные, но и гражданские водители, которые с теплотой вспоминают этот грузовик и рассказывают о его достоинствах. Особенно он ценился в колхозах или спромхозах, где хороших дорог вообще не было. Это и объясняет его столь долгое серийное производство. Даже сейчас, спустя 30 лет, как последний ЗИЛ-157 сошел с конвейера, этот грузовик можно еще встретить на дорогах. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Приветствуются также ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч!